Добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня у нас в гостях Роман. Роман Попов. Он семьянин. У него трое детей. Я правильно говорю, да? Да. Трое детей. А какой возраст детей? 4, 6 и 14. Ну, 14 лет. То есть супруга, трое детей, да? Супруга и трое детей, да. Наша передача, почему я именно вот так подробно, так сказать, с Романом выясняю, в общем-то, семейное положение. Дело в том, что Роман в течение последних 4 лет веган, да? Я правильно? Веган. Веган, вегетарианство, есть еще сыроедение, да? Да, есть. То есть, для начала, видимо, все-таки вы как практик, а не теоретик определенного образа питания. То есть, я так понимаю, что веганство это определенный образ питания. Так же? Да. Да. То есть, вот давайте мы нашим зрителям именно вначале ясно расскажем именно о том, что такое вегетарианство, веганство, сыроедение. Во-первых, что это такое и чем они отличаются друг от друга. Угу. Хорошо. Вегетарианство – это когда человек ест овощи, фрукты, вареную пищу и добавляет в нее молочные продукты. То есть, извините, Роман, это молоко, сметана... Все молочные продукты, все кисломолочные и просто молочные продукты. Понятно. Это вегетарианец. Веган, в свою очередь, исключает все животные продукты, всю молочку, все мясо абсолютно. И кушает только пищу, которая выращена растительным путем. То есть только растительная пища. Только растительная пища, да, обработанная, либо свежесырая пища. И сыроед это тот человек, когда исключает всю пищу, обработанную температурой. У него есть только пища, это сырая, яблоки, фрукты, овощи, корнеплоды и ягоды. И вы еще сказали пророщенные зерна, да? Да, можно будет пророщенные семена и пророщенные зерна. Гречка, овес, пшено. Понятно. Хорошо. Вот вы выбрали веганство, да? И это ваш выбор, он ведь чем-то был, так скажем, мотивирован. То есть вы почему, реально говоря, почему именно вы стали жить на этом образе питания? Я не стою на месте, я постоянно изучаю новую информацию. И 4 года занимаясь спортом, я захотел что-то новое для себя. Новое питание или новый вид деятельности. Начал искать информацию о том, как улучшить свое состояние тела, потому что, когда я занимался спортом, мне много белков приходилось кушать, животных белков. И я не совсем себя хорошо чувствовал. То есть, извините, вот эти физические нагрузки, да, спортивные, плюс для того, чтобы, там мышечная масса росла, да, то есть вы в большом количестве именно животный белок потребляли, да? Да, в большом количестве. И это лично для вас все-таки, создавало какой-то дискомфорт, да? Чисто именно, скажем, на уровне тела, да, то есть вы чувствовали здоровье, скажем, здоровье тела, оно все равно вас не удовлетворяло, так я понимаю? Не удовлетворяло, да, конечно. Все это чувствовалось прекрасно, и я даже пошел к врачу и спросил, что происходит, потому что была небольшая сыпь, были по телу какие-то аллергические реакции. Мне сказали, что уменьши, пожалуйста, белок, уменьши углеводы, это связано с тем, что большое количество. Понятно. Я думаю, почему? Начал искать в интернете, да. Оказывается, что есть такое питание, как веганство и вегетарианство, да. Я начал читать про это питание, читал людей, которые уже долгое время находятся на этом питании, и начал пробовать. И так меня затянуло, что я сейчас уже 4 года нахожусь на веганстве чистом, и даже иногда занимаюсь сыроедением, в смысле кушаю фрукты и овощи. Понятно. Но всегда у всех людей, и у зрителей, я уверен, есть несколько вопросов, которые традиционно задают всем, так сказать, вегетарианцам, веганам. Во-первых, состояние здоровья. Вы можете сравнить, скажем, чисто ваше именно ощущение здоровья сейчас. И, скажем, когда вы были традиционно, как обычно, все люди, скажем, потребляли мясные продукты, вы можете сравнить и сказать, где лучше.
Да, если брать обычное питание, то у меня часто были не настроение, то есть состояние самочувствия апатичное было, можно если так сказать. После того, как покушаешь, там обед, завтрак, ужин, хотелось сон, то есть спать, уже час-два ты отдыхаешь, и функциональная деятельность прекращается, не настолько то есть активность, да, не такой. Вот, как только перешел на другое питание, на растительное питание, такие проблемы практически исчезли. Да. И чувство энергии гораздо выше, больше, чем если просто обычное питание. Ну, это очень интересно, конечно. И второй вопрос, который очень часто, ну, практически всегда. Вот состояние здоровья, как бы, оно очень сильно связано, конечно, с питанием, и в том числе состояние иммунитета, да? То есть вот всегда, особенно сейчас, когда есть такой действительно очень тяжелый процесс, который захватил, ну, всю нашу планету, это коронавирус, да, и довольно большое количество людей, ну, к сожалению, в общем-то, умирают, да, вот от этой инфекции, вирусной инфекции. Вот опять-таки мы говорим чисто вот о вашем именно иммунитете. То есть, как вы опять можете сравнить, что вот вы обычно питались и, скажем, вы сейчас веган, вот состояние именно, ну, реально говоря, как вы чаще болеете, реже болеете, как вы сами считаете, вот именно ваш иммунитет и ваша сила иммунитета, активность иммунитета, она такая же, как была, она стала лучше, или все-таки иммунитет снизился? Вот как вот по вашему мнению, лично, опыту? У меня всегда был хороший иммунитет, что на том питании, что на другом питании. Но можно заметить, что на веганстве я начал заниматься больше здоровьем, больше как-то качественнее к себе относиться. Это постоянное закаливание, это не только физически сложные нагрузки, а еще и динамичные нагрузки, выносливости, бег, еще что-то. Я думаю, что мой иммунитет, он повысился и гораздо больше, гораздо эффективнее, да, может быть, так сказать, стал бороться с другими заболеваниями, с вирусами, бактериями. И ну, сказать, что я когда-то болел, но я не помню об этом. То есть, скажем, реально, все-таки, как вы сами лично считаете по своему опыту, именно все эти вот простудные, там, ОРВИ, так сказать, гриппозные состояния, они практически, скажем, у вас отсутствуют вот эти вот, в то время, во всяком случае, когда вы, ну, образ жизни взяли как веганство, да? Но если какого-то человека это может болезнь затянуть полностью до температуры или каких-то осложнений, то мне пройдет легкое там насморк или что-то еще может быть. Значит, все-таки вот опять-таки я хочу, чтобы вы нашим зрителям именно чисто свой опыт, как вот вы считаете, вот, скажем, реально, ну, сегодня существует угроза заражения этим коронавирусом, вот ваша все-таки более активно сопротивляетесь и, скажем, меньше именно считаете, что зараженность и опасность именно вот поражения коронавирусом на сегодняшний день, она для вас значительно ниже, чем, скажем, у других людей. Вот как вы считаете, для вас, лично ваш опыт? На самом деле здесь больше всего важна уверенность в себе, в своем здоровье. И если касаемо моего опыта, то я думаю, что человек, который для себя определил, выбрал питание веганское, растительное питание, у него поменялись уже и взгляды, и отношение к себе. То есть некое здоровое отношение к себе, здоровый образ жизни он выбирает. Соответствующе я уверен полностью, что у меня это пройдет, меня это не коснется абсолютно. Также и мою семью. Прекрасно. И вот здесь вопросы, как бы вытекающие и тоже традиционные. Ну, во-первых, вы живете все-таки в обществе, да, так, ну, среди людей, скажем так, и практически мало кто разделяет ваш образ питания, ну, я имею в виду в обществе, да, вы работаете, живете, извините, вот как получается у вас, ну, скажем, не выглядеть белой вороной, так скажем, вот среди людей, которые питаются обычным образом. Ну, вот расскажите именно, как это получается у вас. Обычно я такой же человек, также одет, также выгляжу абсолютно. Если касаемо, то я
принятие, ну, питаться, кушать, пищу, да, вы, пищу, скажем, вы вот поход этой в компании, ресторан или какой-то да, отдых, да. то это все друзья, и они все прекрасно меня знают. А даже те, кто не знает, они с интересом ко мне обращаются и просят рассказать, а как это, поделись. А нам тоже интересно. Ведь сейчас информации достаточно много про это питание. И она противоречивая. Да, противоречивая. Люди просто не понимают, как это. Может бояться еще, может быть еще что-то. Вот. А здесь, наверное, просто не стоит бояться, обращаться к своему телу и понимать, нужно, не нужно, хочешь, не хочешь. Понятно. Ну и вопрос тоже всегда звучащий, вот семья, да, семья. То есть вы сказали, у вас 3 детей, супруга. Вот как в семье у вас, скажем, ну, этот образ питания, вот как происходит? То есть кто-то питается или все питаются, как, в общем-то, веганы, или кто-то питается, кто-то не питается, как веганы. Вот как в семье? У меня жена тоже этот путь питания выбрала сама для себя, мы как-то отдельно друг от друга шли. Она с одной стороны зашла со стороны этического веганства, я со стороны здоровья. Да? Это было 4 года назад, или даже, может быть, 5 мы уже искали такую информацию. И как раз родился наш второй сын. Он немножечко попал на молочку, но потом мы ему не давали просто мясо, ну потому что у нас его и не было. Да? Вот, а дочь уже, которая 4 года, она родилась и полностью на растительном питании. Самочувствие у них отличное, полностью здоровые, все по всем медицинским показателям, анализы все сдавали. Понятно. А сын, которому 14 лет, он сказал, что я не хочу этим заниматься, мне нравится кушать то, что я кушаю, и, пожалуйста, человек кушает, как ему нравится. Ясно. То есть, скажем, вот этого фанатичного, так сказать, отношения, именно как бы специально заставлять, у вас такого вот по отношению к детям не было, да? Нет, специально заставлять не было никакого отношения. Ну, прессинга такого. Да, нет, конечно. Тем более у нас к нам приезжали иногда бабушки, но сейчас приезжают. Раньше приносили с собой немного мяса, там еще подкармливать детей, как же так. А дети говорили, нет, я этого не хочу, мне это не нравится, это противно. То есть, как бы, это все равно естественный выбор детей просто именно произошел. Да, это естественный выбор детей, но они жили в тех условиях, в которых обеспечивало им такое питание. То есть, как бы, ну, самое главное, что вы, в общем-то, не навязывали вот этот образ питания, они сами выбрали. Ну, это прекрасно. И конечно, вот здесь, почему эти вопросы задаю? Как доктор, я такую небольшую, в общем-то, медицинскую сюда справку, да, вот, потому что очень много людей, ну, вот, приходят ко мне пациенты, и я даже по своему врачебному опыту могу сказать, что люди, когда ограничивают даже потребление, ну, скажем, там, мясных продуктов прежде всего, у них, в общем-то, это приводит к улучшению состояния здоровья. Даже, ну, это, конечно, ко мне приходят больные люди, но я могу сказать по опыту врачебному. В то же время вы здоровый человек, и вы как бы осознанно перешли на веганство. Я просто знаю, что ну, многие люди пробуют. Вот пробуют, и у них не получается. Вот как бы здесь, ну, я потом внесу свою медицинскую информацию, а вот как бы, что вы можете сказать, почему одних получается, других не получается? Вот перейти на веган, ну, на вегетарианство или на веганство, скажем. На самом деле тут большая привычка вступает в нашу жизнь. Потому что конфликт в том, что когда ты долгое время кушал и сидел на одном питании, мы привыкли кушать вкусную пищу, вкусное мясо, там, ходить в рестораны, еще где-то, получать от этого эмоции. И когда человек выбираешь то, ради чего он иногда живет, ради эмоций, да, а эмоции он получает с пищи, соответствующе для него это происходит критическая какая-то фаза вниз пада. И плюс еще очень много страхов о том, что неполноценная пища, недостаточно белка, недостаточно витаминов. Это приведет к разрушению здоровья. Да, к разрушению здоровья или вообще просто, да, можно сказать, даже летального. Но на самом деле не так. На самом деле все обстоят все дела по-другому. И как проще, если перейти, то, наверное, обращаться к своему телу. Не к мозгу, когда он у нас забит различной информацией, а к телу. Что чувствует тело. Если хочешь, то иди. Если не хочешь, то живи так, как тебе нравится жить. Ясно.
Ну вот чисто именно такую медицинскую информацию, объективную, то есть это научные исследования, просто эти научные исследования, они, скажем, ну как бы не особо афишируются, понимаете, эта информация действительно объективная, научно доказанная, все прекрасно знают, что у нас в кишечнике именно должны жить в огромном количестве полезные бактерии. Ну вот как бы там, они разные, конечно, но где-то 98-99% всех бактерий в кишечнике это полезные, молочнокислые, там, бифидобактерии, там, и всегда есть немножко, конечно, вредных бактерий, они присутствуют. Но, к сожалению, вот даже по статистике наших официальных органов, 98,5% всего населения России, они имеют, конечно, недостаточное количество полезных бактерий в кишечнике. Вот поэтому, опять-таки, известный факт, что полезные бактерии, они в процессе жизни вырабатывают различные вещества, витамины практически все, там, скажем, жиры вырабатывают, и в том числе аминокислоты, из которых потом организм делает белок. То есть вот реально вегетарианцы, веганы, они кормят, в общем-то, пищей растительной, прежде всего, эти полезные бактерии. И полезные бактерии обеспечивают человека всем необходимым, то, что как бы вот отсутствует, ну, в обычном питании. Но, уважаемые друзья, когда у человека недостаток этих полезных бактерий, то перейти ему на вот вегетарианство или веганство очень тяжело. Ну, понятно, что как бы, ну, возникает сразу это вот дефицит. Проблемы с питанием, здоровьем, да. Да. Поэтому, уважаемые друзья, вот, во-первых, пример романа показывает, что действительно веганство, оно, ну, как бы для определенных людей, у которых действительно есть достаточно полезные бактерии, переход на веганство, он, ну, происходит довольно быстро и, скажем, дает массу положительных результатов. И для здоровья, и для самочувствия, и для энергии. Я знаю, у многих людей это не получается. Потому что, прежде всего, недостаток полезных бактерий. Поэтому, чисто как бы как врач, я хочу сказать, что вы лучше, если как бы пытаетесь вот перейти на другой стиль питания, ну, скажем, там, вегетарианство, веганство, то сначала надо обратиться там, ко мне, или, если нет возможности, скажем, к специалисту, который поможет вам восстановить полезные бактерии в кишечнике, а затем этот переход как бы, на более, скажем, такое именно легкое питание. Ну, это понятно, что веганство, вегетарианство это более легкое питание, и в том числе оно дает и свои плюсы большие. Вот. И тогда, скажем, когда вы восстановите полезные бактерии, переход он будет легким и даст хорошие результаты. Да. И я думаю, что вот Роман в данном случае, он правильно сказал, что ведь он готовился, да, вы вот, видимо, не сразу перешли, это же не был такой мгновенный переход на веганство, да? То есть у вас была какая-то подготовка, видимо, все-таки. Вот расскажите немножко, как вы пришли все-таки вот к веганству? Если мгновенный переход, то это сразу же стресс. Это как если, не умея плавать, прыгнуть в воду и сразу же потонуть. И тонешь, да? Сразу? Да. Надо плавно, постепенно очищаться. Как сказал Николай, это приводить свой кишечник в состояние хороших симбиотических, дружественных нам бактерий. То есть вы все равно, так сказать, различные варианты очищения создавали? Очищение, да. Очищение, голодание, небольшие легкие. И постепенно все больше и больше свежей, здоровой растительной пищи. Дружественная нам микрофлора, она, ну, на самом деле гораздо сильнее, когда ты ее кормишь, правильно же? Конечно. И если ты не кормишь те бактерии, которые тебе не нужны, они ослабевают. И там происходит борьба. Они просто голодают, умирают, да, и все, и уходят. И получается дефицит полезных бактерий. Да, главное постепенно, аккуратно, и если этот процесс соблюдать, если не спешить, не торопиться, то все будет хорошо. Да? И очень важно, конечно же, если есть возможность, под наблюдением специалистов. Да, и очень приятно, Роман, что вы пришли к нам, потому что одно дело, ну, как бы рассказывать, это теория, все, вот это, скажем, там, приводить научные данные, вот, но как живой пример именно и показатель, что вот такой стиль, ну, образ питания, он и возможен, и он реально приносит массу полезных положительных результатов, в том числе, и, как вы сказали, энергия, улучшение самочувствия, крепкий иммунитет. Все это действительно очень хорошо, и это дает как бы, многим возможность правильно создать свой образ питания и, в принципе, улучшить состояние здоровья.
Сейчас, секундочку, 1 минуту. Хорошо. Значит, я думаю, что на этой позитивной ноте... Да, и я еще хотел сказать нашим зрителям, у нас в Воронеже люди есть, которые объединились и создали мероприятие, фестиваль под названием Go Green. Оно уже проходит, прошло в 3-й раз и сейчас организуют в 4-й раз. На Отлично. Динамо будет проходить в июне. Очень Вот интересно. этот фестиваль собирает людей, кто хочет приобщиться к здоровому образу жизни, к здоровому питанию, к спорту, к качественной еде. Ну и в целом просто провести здоровое и классное время. Очень приятно. Я думаю, что, Роман, вы всех и нас, и из наших зрителей приглашаете. Да? Ну, во всяком случае, воронежцев, да? Воронежцев, да. Всех приглашаете. Фестиваль будет 6 июня на выходных в парке Динамо. Поэтому... Можно смотреть ВКонтакте, да, либо найти меня в соцсетях, Да. и там увидите группу. Я подскажу, где. Я уверен, уважаемые друзья, что 6 июня действительно стоит прийти в парк Динамо. Я уверен, там будет огромное количество очень интересных и тренингов, и продукции именно натуральной, вкусной, полезной. Да. И получить и знания, и попробовать эту продукцию, и, естественно, скажем, получить и какие-то консультации, да, людей, которые уже, в общем-то, вот, практикуют определенный образ питания. Спасибо, Роман, очень приятно. Да. Спасибо, очень приятно тоже, спасибо. До встречи, уважаемые друзья, до встречи. Встречи. До свидания.